Для начала хочу вас скажите, пожалуйста, ролики, которые загружаются, то есть прямые эфиры, они вам видны вообще? Я не могу понять, почему-то люди оставляют комментарии, но у меня все время пишется, что ролик загружается, что он обрабатывается. Вот это мне как-то непонятно, это загадка. Набираю, выходит в Ютубе, но почему-то на канале не показывается. Либо это глюки Ютуба, либо они что-то там делают, меняют. Вы новые ролики, которые загружаю, видите их? Вот недавно сейчас загрузила. У вас показывает эти ролики? Потому что у меня почему-то не показывает. Вот в чем дело. Человек-лев, либо Симбамту. Если кому интересно, просто откройте мой видеоролик, видеолекцию под названием Симбамту. Это в старых каналах есть. Показывает, да? Ну, значит, у меня просто глючит YouTube, значит, у людей. Потому что, ну, непонятно что-то такое. Нет, она грузится, она может завтра открыться. Ну, значит, глючит YouTube просто. Немного потерпите. У кого-то показывают, у кого-то нет, смотря в какой стране он раскрывается. Но в течение суток грузится. Мне, конечно, некомфортно так работать. Ну, куда деваться приходится пока что. Видимо, там что-то меняют в Ютубе. Итак, дорогие друзья, я уже вам говорила и повторяюсь, что вуду – это не просто колдовство. Вуду – это религия, это поклонение своим предкам, это поклонение силам природы, богам и прочее. Про вуду я очень подробно рассказывала, и у меня есть очень много лекций вуду. Можете открыть, посмотреть. Кстати, люди, которые спрашивают про восточное колдовство, я тоже то есть снимала джиннов и шайтанов, восточное колдовство. Далее джинны, хранители Востока или просто джинны. Я очень много снимала лекций на любую тему. Прежде чем спрашивать у меня какую-либо тему, просто потрудитесь открыть мой канал и набрать рядом «Ведьмина изба». И вы найдете на все темы мира, наверное, лекции. За столько лет я загрузила много тысяч лекций. Пойдемте дальше. Да, мы в эфире. Значит, Симбамту. Вуду, которое, по сути, вообще напрямую, если так перевести, называется воудоу. Переводится как черное-белое. Черная-белая энергия Земли, которую можно направить как во спасение, так и на погибель. Еще раз объясняю, что Вуду сделали такой зловещий, в основном голливудские фильмы. Для того, чтобы продавать свои кинокартины, они как бы выбрали, поскольку людям очень нравится, боятся, да, всего. И они выбрали эту тематику страха, что Вуду – это вот зомбированные люди, зомби. И, кстати, зомби вообще-то означает, да, это работа Яны с моими инициалами. Зомби означает творец. И так называет верховного бога Вуду, вообще верховного бога всех людей по традиции, по религии Вуду. Зомби, создатель. Зомбировать человека, то есть создать человека таким, какой ты хочешь. Откуда вот это понятие зомби пошло? Я про зомби тоже рассказывала, если помните. На самом деле, вероятно ли, чтобы человек умер, и в его тело вселили какую-либо душу? Вот откройте «Зомби», «Ведьмина изба», я там объясняю. Нет, дорогие друзья, не существует такого, не существует такого великого колдуна, который мог бы в мертвое тело вселить душу. Нереально это, невозможно. Если человек умер, если его жизненная сила закончилась, если прорвалась, то есть оторвалась вот эта последняя цепочка, лента, связывающая человека с земной жизнью, туда больше ничего вселить нереально. Не просто потому, что это мертвая плоть, а потому что это нереально. Ни одна душа не подчиняется колдуну. Какие бы могущественные ни были колдуны и ведьмы, души людей
приходит на эту землю только с приказания, с желания богов. И выше богов никто не прыгнет. Но как происходит, что зомбирует человека? Вот это понятие зомби откуда произошло? Я вам расскажу. Дело в том, что в магии Вуду используется огромное количество трав. И среди них есть травы, которые парализуют человека. И бывали такие случаи в Африке, когда колдун влюблялся в женщину и просил ее руки. И вот семья отказала. Отказала в браке этому человеку. И он ушел недовольный. Через некоторое время каким-то образом, либо он, знаете, наводят они определенную мороку, то есть начитывают на людей, на эту семью, потом приходят туда с подарками, с угощениями, и семья, помимо своей воли, это принимает. Вот это реально. Навести мороку, уговорить человека, сделать, как ты хочешь, это возможно. Таким образом, они проникают в семью, и вот это угощение попадает к этой девушке. А в этом угощении есть определенный яд, который парализует человека. И его сердце бьется несколько суток. Его тело может довольствоваться очень малым количеством кислорода. После того, как этого человека похоронили, он дожидается ухода этой процессии, выкапывает человека, закрывает снова эту могилу, как было, и забирает к себе домой. Многие путешественники отмечали у себя, что люди, которых считали умершими 10-15 лет назад, их обнаруживали на плантациях у колдунов. То есть они влияют таким образом, это как наркотические средства, ядовитые средства на мозг человека и внедряет им свою волю. Так вот, вот этот колдун с этой женщиной жил. И когда он умер, когда пришли там родственники, соседи хоронить его, внезапно узнали эту девушку из какого-то селения, которую считали умершей уже 6-7 лет. И вот тогда родственники ее забрали к себе. Но как ни странно, как ни трагично, эти люди потом очень быстро умирают. То есть их жизненный потенциал настолько выпит, да, уничтожен, что они долго не живут. Но знаете, что интересно? После этого случая начали делать следующее. Начали дежурить у могилы и втыкали до самого, значит, гроба и внутрь гроба такую проволоку, ну, как бы палку, ну, каждый по-своему, и привязывали колокольчик. И если человек оказывался живой и просыпался там после этого яда, он начинал, значит, дергать вот за эту нитку, и колокольчик звенел. Неделю с чем-то дежурили, потому что если за неделю человек не проснулся, значит, он правда мертвый. Вот во избежание таких вот зомбирований людей это делали. Это делалось и в Румынии в том числе. И вот многие традиции румынов, многие традиции африканских племен, они взяты за основу многих фильмов фантастики. Поскольку тогда не было такой возможности проверить, и поскольку, эксгумируя тела, оказывалось, что людей хоронили живьем, сейчас возможно проверить, понимаете, тогда невозможно, тогда летаргический сон, извиняюсь, принимался за смерть, так похоронили Гоголя, например, живьем. Поэтому люди боялись, что человек может там проснуться, и таким образом, значит, дежурили там до того момента, пока действительно не убеждались, что человек умер, ушел. И многих выкапывали вот именно благодаря вот этому способу познавания, жив человек или нет, многих выкапывали обратно. У мусульман есть такая традиция, когда хоронят человека, оставляет определенное место для кислорода. И если человек живой, он может некоторое время дышать, земля может шевелиться, он может выйти оттуда. И такое существует. Конечно, страшнее ничего и придумать нельзя, когда человек просыпается в гробу, понимаете? Именно во избежание этого всего в древние времена жгли людей. Кроме того, что освобождали душу, еще и вероятность того, что человек живем был похоронен, да, исключалась полностью. То есть считалось лучше убить человека, действительно убить человека, на костре убить просто, чем похоронить его живем, и после этого человек просыпался, и сами понимаете, какой-то стресс, какой-то ужас, и в каких конвульсиях, и в какой агонии он погибал. Так вот, зомби.
Существовали, ну, существует ли, возможно ли мертвое тело вселить душу и использовать это тело для себя? Не существует. Вот это все фантастика. Что бы вам ни рассказывали, что возможно мертвое тело там что-то вселить, никогда в это не верьте. Возможно украсть душу, есть такие способы. Возможно забрать душу у человека, которому еще не исполнилось 40 дней. В древние времена люди знали определенные способы, оберегали могилы от душекратства, называлась эта вот традиция у колдунов. Но это колдуны очень свирепые традиции, то есть даже обыкновенные, ну как бы скажем, прославленные, да, знахари и так далее, никогда себе не позволяли такое делать. Но это существует, душекратство, это существует. Крали душу в основном у самоубийц, у преступников, у людей, которые покончили с собой, то есть людей, которые умерли неестественной смертью, но вели очень безобразный образ жизни. Их души забирались и отправлялись для того, чтобы мстить там врагам и прочее, или выполнялись какие-то заказы. Вот. Для того, чтобы не было душекратства, в древние времена ставили оберег на могилу до года. Если до года никто не смог украсть душу, все, через год душа уходила, потому что тело разлагалось, в принципе, в течение года, и освобождалась душа. Сейчас, вы понимаете, как игнорируя такие моменты, люди пришли к тому, что обижают своих ушедших, и в итоге они начинают сниться, они начинают пугать. Есть такой момент, если человек часто снится после смерти и не дает покоя родственникам, то приходили на его могилу и втыкали туда нож. Это его останавливало. Больше он не приходил, больше он не мучил. Если кто-нибудь знает, в кавказской традиции есть традиция у греков, у румынов это есть, втыкать нож в могилу. Вот если человек часто снился и не давал покоя, являлся все время и прочее, прочее, то собирались, значит, родные и близкие, и, как правило, самая старшая женщина в семье что-то там заговаривала, что-то говорила и втыкала нож, значит, в могилу. Ну, вонзала туда и так и оставляла в земле. После этого мертвец переставал являться, переставал пугать и переставал вообще, ну, доводить своих родственников до вот сумасшествия, до страха. Много традиций, обычаев, я это все вам объясняла, рассказывала. Чтобы это знать, это нужны десятки лет, это нужна большая практика, это нужно очень много изучать, знать, и самое важное, нужно любить свою профессию, чтобы знать, что ты делаешь, чем ты занимаешься. Твоя цель не должна быть там деньги, понимаете, только деньги, вот лишь бы что-нибудь сказать, как-нибудь, чего-нибудь, там любит меня там Петя, Вася, еще кто-нибудь. Нет, а именно любить свою профессию и всецело отдаваться этой профессии, чтобы и тебе было интересно в этой профессии, и ты понимала, чем ты занимаешься, что ты несешь в народ, и людям было интересно это все узнавать и осознавать. Далее, теперь смотрите, про зомби мы с вами обсудили, теперь обсудим про симбамту. Что такое симбамту? Знаете, друзья мои, есть такой дрессировщик и ученый, он биолог, он химик, то есть это человек, который в здравом уме, человек, который всю жизнь посвятил себе науке и дрессюре животных. Дэйв Салмони, если вы знаете его, он грек, живущий в Америке. Есть такой фильм документальный, называется «Прайд», где Дэйв Салмони живет в Африке и пытается наладить отношения с дикими львами, поскольку он покоритель львов, он выступает в цирках, то есть он дрессировщик львов. Он решил, попытал счастье понять львов дикой Африки. Понять, почему львы нападают на людей в этом месте, там, где конфликты между людьми и львами и так далее. Вообще интересные такие фильмы. Знаете, «Охота на охотника», «Лев, людоед», вот есть такой фильм. Потом «Львы-людоеды Африки», «Людоеды дикой природы». И вот это все, когда смотрите, очень интересно, как ученые изучают и понимают, значит, природу вот этих явлений. Так вот,
Люди, которые подвергались таким нападениям, они, как правило, обвиняли колдунов. Почему? Потому что чаще всего случалось таким образом. Обидели колдуна, после этого нашествие носорогов, львов на это селение. Некоторые говорили, что это люди, переделавшиеся, становились оборотнями и, значит, нападали на население. Многие говорили, что это колдуны направляют львов на селение и прочее. Так вот, значит, я вот посмотрела такой документальный фильм, очень интересный, «Салмони», когда на одно селение все время попадали, то есть нападали все время носороги. И люди, уже не зная, как с этим справиться, потому что никогда такого не было, это началось после того, как они, значит, конфликтовать начали из-за земли с соседними общинами. И в этой общине жил очень сильный колдун, к которому все шли и прочее. И вот после того, как они, значит, начали конфликтовать, не пускать их стада на их территорию, начались нападения носорогов на эти вот селения. А носороги могут показаться неуклюжими животными, но они очень быстро бегают. Они просто смертоносная сила, и более всего людей погибает в Африке от носорогов больше, чем от львов или от других хищников. Потому что если хищники, например, сытые, да, они не нападают, они интеллектуально больше и выше вот подобных парнокопытных. А носороги, они, знаете, как, скажем так, тупые свиньи. Они могут напасть и без каких-либо причин. И поэтому больше всего погибает людей именно от носорогов, черных носорогов. И вот, значит, пришел этот колдун, начал ходить вокруг да около, что-то там начитывать. И говорит, вот в этом месте захоронена кукла. Кукла с видом носорога. То есть, смотрите, предмет-посредник, да, связующее звено. Человек принес, захоронил там этого носорога и начитал. Там, например, вот где лежит вот такой-то носорог, пускай туда тянутся другие носороги. Предположим, что-то в этом роде он сделал. И говорит, он, значит, улыбается вначале, и, значит, этот колдун крутится и посмотрел на него, ну, увидел, что он такой ухмылкой смотрит на это все и говорит, иди сюда. Сунь, говорит, руку туда, вот в эту дыру, и вытащи его. И он, значит, руку туда засунул и говорит, люди, я вам говорю, я ученый, я верю своим глазам и своим ощущениям. Я бы никогда не поверил, но у меня, говорит, в руках бьется живое сердце. Он одернул руку, испугался. И тогда колдун вытаскивает кукла. Кукла, сделанная из тряпок, из всего. В общем, обычная примитивная кукла-носорог. Он говорит, я готов поклясться, что это было живое. Я его тронул, и он у меня в руках начал биться, как живое сердце. И он очень сильно испугался. То есть по нему просто было видно, что он сплю, но иногда сплю, как Наполеон. Так вот, по его лицу было вот просто видно искреннее удивление, понимаете, не наигранное удивление, потому что он действительно был в шоке от того, что увидел. И после того, как вытащили эту куклу, сожгли, и он там какое-то что-то начитал, нашествие носорогов прекратилось на это селение. Так вот, львы, нашествие львов. Есть различные причины. Например, кистеухи и свиньи. Ну, например, есть определенные территории в Африке, где в основном мусульманское население. Если в других местах львы столько не нападают на вот эти вот семьи плантаторов, да, то вот есть определенные регионы в Африке, где в основном население мусульманское. Мусульмане не едят свиней. И, следовательно, этих свиней никто не ловит, значит, за ними никто не охотится, их много. Когда у львов заканчивается еда, пища, они приходят в эти огороды, в эти плантации людей и, значит, нападают на этих свиней. Если люди там оказываются, то, естественно, они начинают уже охотиться на людей, потому что человек самая легкая добыча. У любого зверя, у любого животного есть определенные, скажем, орудия обороны. А у нас нету, понимаете, у них есть там, у кого-то есть рог, у кого-то есть клыки, там когти, а у человека ничего нет. У человека всего лишь огнестрельное оружие, которое там вообще в заповеднике запрещено носить. И у людей абсолютно нет защиты. У них есть такое понятие, как бунгало. Это
такие дома на тонких таких ветках. Значит, ну эти дома, знаете ли, один раз дунуть, и они прям падают, сыпаются, как этот, м, помните, три поросенка, вот как волк дунул, и все распалось. То же самое, это абсолютно не спасение. Львы делают подкопы под заборами, под стенами. Львы поднимаются на крыши домов и, значит, валятся прямо в дом к людям. Это очень страшно. И самое страшное, что там то есть не дают населению возможность себя защитить. После того, как львы нападают на людей и съедают людей, люди начинают мстить львам. И что они делают? Они, например, травят этих львов. Один пастух, чью жену лев, значит, утащил и сожрал, там половину оставил, он решил отомстить льву и перемешал в труп своей жены крысиный яд. И, естественно, весь прайд от этого погиб. Вы представляете у человека, насколько должна быть боль внутренняя, чтобы он вместо того, чтобы ее захоронить в этот момент, да, подумал о мести. Вот это действительно, насколько у него вот состояние аффекта, иступления, что он вот в этом состоянии просто, значит, перемешал в труп жены, зная, что они вернутся за ней, и не тронул ее. И когда они вернулись, они все погибли. Мужчина, который видел останки своих детей. Это очень страшно, это очень страшные вещи, но что я хочу вам сказать, таких львов возможно. Да, это не проблема, конечно, но это на самом деле не смешно, правда. Это очень страшная трагедия для человека это видеть. Женщина в этом отношении сильнее, они могут это пережить, мужчина нет. Для мужчины потеря любимой женщины это очень страшно и в жизни, и вообще, и прочее. Особенно таким образом, да, жутким образом. Так вот, о чем это говорит? Это говорит о том, что не всегда эти львы сами добровольно идут к людям. Иногда их отправляют туда. И некоторые говорят, что это не совсем львы, некоторые говорят, что это духи. Кто-нибудь смотрел фильм «Призраки тьма», когда строили мост, и львы, два льва-людоеда все время нападали. Их назвали «Призраки тьма». Они там сожрали несколько сотен человек. И в конце концов полковник Паттерсон смог их застрелить. В фильме, конечно, очень красивые такие львы, добротные. Между прочим, моя знакомая, которая ветеринар, она сказала, что это львы, которые, ну, представляются в фильме как два брата. Она говорит, у них разница в возрасте огромная просто. Они братьями быть не могут. Но мы с вами это не понимаем, да, мы видим львы, и львы красиво. А человек, который занимается животными, он сразу определяет возраст и старость животного, да, и молодость. И она говорит, один лев очень значительно старше. Это говорит о том, что они никак не могли быть братьями, но их сняли. Потому что львы Цаво, которые, собственно говоря, обитали, это заповедник Цаво. Кстати, Цаво переводится как боль. В армянском языке слово цав означает боль. Это из санскрити. Я же говорю, древние языки, они взаимосвязаны. И вот это место самое большее количество нападений львов. Почему так происходит? Происходит так потому, что человек сам, будучи тварью, это спровоцировал. Через Цаву проходил Великий Шелковый путь. И тысячелетиями проходили там караваны, богатые люди и прочее, прочее. Естественно, это все тащили на себе рабы. И рабы, которые ослабевали, которые болели, этих рабов просто выкидывали в кусты, просто оставляя там умирать. И со временем, дорогие друзья, со временем львы привыкли приходить туда и съедать человечину. И вот у них генетически осталось, что человек – это добыча. Хотя, в принципе, звери, они воспринимают человека как охотника. Они никогда не воспринимают его как добычу. Звери боятся человека. Но когда начали выкидывать людей, да, это тысячи лет,
Это 3000 лет Великий Шелковый путь. Вы можете представить? Они, да, люди сами сделали из этих львов генетических людоедов. И львы Цаво не отличаются красотой и красивой гривой. У них нету гривы. Они без гривы и очень несимпатичные львы, но огромные. Они очень большие. То есть они могут весить прям 200 тонн, 300 тонн, даже такие огромные. И несколько метров в ширину, длину и так далее. Это огромные львы. Так вот, говорили, что этих львов направил колдун для того, чтобы отомстить или не дать белому человеку построить мост. Теперь послушайте меня. Дело в том, что вот это понятие симбамту, человек-лев, он очень популярен в Африке, и люди, которые огорчают колдуна, особенно того, кто живет в сельской местности, всегда опасаются его мести. Говорят, что он читает определенный заговор, заклинание и превращается в человека-льва. Что это может быть? Вот в традиции русских ведьм тоже есть такой момент, когда ведьма, как рассказывает былины там старинные, да, что вот ведьма превращалась в кошку или в ворону. Нет, дорогие друзья, на самом деле человек не способен ни в кого превращаться вообще. Это нереально. Вот эти вот сказки, они оставим это сказочникам, пускай пишут. Но есть такое понятие, как морока. Когда наводят мороку, то есть воздействуют на ваши вот эти вот, скажем, на ваше видение мира, воздействует на ваш мозг, на восприятие внешнего мира, и вам человек кажется кошкой. Понимаете, может, это реально, это вполне реально, но это умеет очень малое количество людей. Я вам давала ритуал, как стать невидимкой, то есть сделать так, чтобы человек вас не заметил просто. Это не значит, что вы становитесь прозрачной, сливаетесь с миром. Нет, это значит, что реально человека просто не видит, вот просто в упор не видит. Вот идет, раз позвонили, там отвлекли в сторону, и вы прошли, прошмыгнули. И мне писали люди, что действительно работает. Вот с кем хотели, в общем, с кем избегали встречи, этой встречи не происходило. Вот что-то из вот этой серии, да, нет, отвести глаза – это отвести в сторону внимания. А вот чтобы ты смотрел на человека, и он тебе показался зверем, это есть. Так вот, послушайте меня, есть люди, и их немало, которые могут вам сказать, что, например, выходя там утром на балкон, ранним утром, да, предположим, посмотрели вот соседский огород, и им показалось, что там черная собака. И секунду просто моргнули и увидели, что там не собака, а именно, значит, человек, вот, например, соседка их. А потом через некоторое время узнают, что эта соседка занимается колдовством. Понимаете? А она действительно показалась то ли собакой, то ли кошкой. Про оборотней я уже снимала ролик. Откройте и смотрите. Оборотни, стригои, ведьмина изба. Сейчас мы про оборотни не говорим. Нет, оборотни это не из той серии. Они существующие. Существующий феномен. Так, далее. Так вот. Иногда бывает, что мы смотрим в лицо человеку при разговоре. Просто вот разговаривает человек, что-то объясняет. Мы смотрим, и нам кажется, что мы увидели звериный оскал. Понимаете? Или мы увидели животное лицо. То есть на секунду нам показалось, что это не человек, а кто-то там с тобой разговаривает. Это действительно бывает. У многих людей такое происходило. Когда им казалось, что животное перед ними, это доли секунды, вот просто мгновение. А потом раз, а нет, человек. Это мне показалось. Вот такие вещи бывают. Вот примерно то же самое и есть симбамту. Но я вам сейчас подарю этот ритуал не для того, чтобы вы показывались людям в виде льва, потому что у вас сил не хватит это сделать. Это нереально для вас. У вас нет той силы и того предназначения, и того разрешения, чтобы вы показывались людям в облике животного. Но есть другой момент. Начитывать этот заговор, провести этот ритуал для того, чтобы стать сильнее, храбрее. Внутри вас просыпается, вот помните, выжить любой ценой, да, пробудить зверя.
Вот этот ритуал можно сделать как дополнение. Лев. Кто такой лев? Лев-добытчик. Он находит разные варианты для своей добычи, чтобы понять. Второе. Кто такой лев? Царь зверей считается. Так подчиняет себе всех, вот всю эту живность, которая вокруг. Кто такой лев? Он главный в прайде, значит, главный в семье. Кто есть лев? Лев тот, кого боятся млекопитающиеся. То есть вы в себе пробуждаете ту львиную силу и вокруг распространяете ту энергию, которая будет пугать и приводить подчинение, подсознательное подчинение. Не напрямую вам скажут, ой, там царь пришел. Нет. Подсознательное подчинение тех, которые рядом с вами. Вот у вас бывший муж там не помогает детям, вы можете воздействовать этим. То есть, начитывая на это, после говорить ему, что вам надо, и он вас послушается. Вы не можете найти общий язык с вашими детьми. Вы подсознательно у них вызываете уважение, почитание и где-то страх, потому что страх тоже нужен в воспитании. Не страх смерти, а страх, что будешь наказан. То есть вы внушаете это уважение и почтение окружающим. Они подсознательно в вас видят льва. Понимаете, как вам объяснить? Не животное льва, а вот вы подсознательно. То есть вы делаете определенный такой, знаете, создаете реальность. Я лидер, а вы должны подчиняться. Вот в этом, что-то в этом роде. Но делайте этот ритуал, когда вам нужно на работе взять вверх, когда вам нужно в семье взять вверх, когда вам нужно вокруг, чтобы люди, которые вам надоедают, да и сейчас даже это делать, чтобы просто вы внушали страх и к вам не приставали, вот ничего не говорили, не диктовали свои условия и прочее. Внушить подсознательный страх можно и в суде делать, можно. Внушить подсознательный страх, чтобы окружающие подсознательно начали вам подчиняться. Я взяла элементы этого ритуала. Если помните, я вам говорила, что у меня был наставник Вуду, человек, который жил на улице, будучи миллионером. Я бы сказала, миллиардером. Вот ему так нравилось. И очень многое этот человек мне сказал, объяснил и передал. Но примерно, я не скажу, что он мне дал именно этот ритуал, нет. Но он объяснил мне технику этого ритуала, вызова. Что это означает, как вызвать, как собрать, как сделать, как он мне сказал, каждый колдун должен сам составлять этот ритуал. То есть тебе в этом помощи не будет. Но по какой технике это делается и по какой логике, то есть как она работает, слова, ключи и прочее, прочее. И я на языке суахили составила этот ритуал. Вы знаете, что я знаю язык суахили. Именно тот, ну, то есть тот момент языка, который отвечает за колдовство. Основные слова и прочее, прочее. И, естественно, я создала этот ритуал на основе языка суахили. Работает замечательно. Хочу вам сказать, что первый человек, которому я отдала этот ритуал, это женщина, которая работает в полиции и сейчас работает. Тогда она была просто сержант, сейчас у нее звание майора, чтобы вы знали. И она этого достигла, добилась, и все, кто ей мешал, все уволились, все перевелись в какие-то иные места. И говорит, последний, который был, он сказал, знаешь, Лена, что я тебе скажу? Ты какая-то то ли стерва, то ли ведьма, то ли кто-то непонятно кто, потому что я так смотрю, все, кто против тебя идет, в итоге тебе подчиняются, либо уходят отсюда. И, говорит, я еле сдержала смех. Она не была лидером вовсе, ничего не хотела, ничему не стремилась, но после того, как в ней вот эта львиная сила пробудилась, она начала ходить по головам. Это тоже иногда надо, знаете, если ты хочешь подняться. По головам баранов львы всегда могут идти. Это нормально. Итак, что нужно для этого ритуала? Свеча. Свеча может быть любая. Алтарь черный, либо красный. Красный как символ крови.
Поскольку сейчас такой момент, и выйти вам тяжело, то можете провести любой свечой, но желательно красной. Красной свечой. Кусок мяса. Этот кусок мяса желательно, чтобы он был с кровью. То есть не магазинное мясо все же. Берите такое живое мясо. Но если в магазине, хотя бы такой отдел магазина, где вы уверены, что это мясо живое, понимаете, 500 раз не размороженное, замороженное, оно теряет энергию. Это уже не живое мясо. Но сработает там процентов на 40. Чем больше у вас естественный ингредиент, больше шансов, что это сработает. И монеты берете столько, сколько вам лет. Кстати, о монетах все время спрашивают. Вот в некоторых странах вообще отменили монеты, в некоторых, может, отменят там денежные переводы или там неудобные и так далее. Послушайте меня. Не хотите монетами откупаться, значит, за эти деньги покупайте, например, какое-нибудь серебряное колечко. Ну, я не знаю, насколько там... на 1000 рублей, пускай самые дешевые, там, 100 рублей. Не бывает, конечно, серебра. Ну, я не знаю, дешевое серебро, значит, купите и будете откупаться дешевым серебром, потому что у серебра тоже есть энергия. Понимаете? Если монеты отменят, значит, на эти деньги купите что-либо из естественного металла и откупайтесь. Вот и все. Так вот, кусок мяса вам нужно, свеча, красный или черный алтарь, красная свеча желательно. Монеты могут быть разные, не обязательно, чтобы Да, на рынок-то привозят, но рынки сейчас закрыты, не видите? Мы-то в тюрьмах сидим пока. Так что вот так вот, да. Читать нужно 6 раз, после чего потушите свечу, и это мясо нужно вынести в этот же день. Если у вас частный дом, выносите в огород, положите рядом с деревом. Неважно, там сожрут коты, собаки, это вас не должно волновать. Если у вас не частный дом, значит, выносите куда-нибудь в парк. Сейчас вам нельзя выходить, значит, сделайте этот ритуал после, у кого нет возможности вынести. Потому что это нужно вынести и оставить. Поскольку вы вызываете хищную силу, хищного духа, понимаете, все связанные с вызовом определенной силы там, живых существ, да, звериной силы и прочее, это все духи, это вызов сущностей, которые приходят с характером того животного, которого вы вызываете. Разного достоинства можно монеты. Итак, выносите мясо, свечу потушите, можно хоть среди ночи выносить, но в течение этого дня вы должны выносить. Значит, потушите свечу. Свечу можно использовать в других ритуалах, в том числе это не имеет значения. Свеча может быть и восковая, и парафиновая. Это тоже не имеет значения. Здесь главный огонь. Оставляйте эти монеты и говорите: духу великого Симба оставляю откуп. Отворачивайтесь и уходите. Все. И вы сами потом поймете, какими вы станете лидерами в семье и так далее. Но хочу повторить, люди, которые абсолютная размазня и ничтожество по жизни, и если они надеются, что вызов духа льва им даст сразу же, знаете, они тут же из шакала превратятся в львов, боюсь, что это у вас не получится. Такие ритуалы должны делать люди, которые прям хорошо знают и мои работы, и уже не раз делали. Понимаете, они уже привлекли в свою жизнь эту энергию магии. В один момент, будучи дураком, стать львом не получится. Но если вы лидер, это вам поможет. Вот о чем я говорю. Ну, по крайней мере, отстанут от вас неприятные люди. Это на языке суахили. Еще раз кто-нибудь посмеет мне написать: дайте ритуал, не обижайтесь, пошлю очень далеко. Вы мне уже надоели. Ритуал печатается в течение нескольких дней и оставляется под роликом. Значит, для особо тупых существ, которые мне пишут там под роликом: ой, а где ритуал-то найти? Значит, вам говорю, если вы ничего не понимаете в Ютубе, вообще в интернете, если вы из кишлаков собраны, будьте добры, сэкономьте мои нервы. Потому что нужно листать, вашу мать. Листать нужно, чтобы внизу увидеть ритуал. Вы пишете: а где ритуал-то найти? Я должна вас учить пользоваться интернетом. Не умеете, значит, не лезьте туда, вообще не лезьте. Следующий момент.
Вот, а как нам понять на другом языке, что там ничего плохого нет? Если вы пришли с мнением таким, что я что-то плохое вам даю, то идите к чертям собачьим. Зачем вы сидите на моем канале? Все построено на уважении и на доверии. Если вы пришли, думая, что я плохое что-то даю, нахрена вы тут сидите, я не могу понять. Зачем вы сидите здесь? И убирайтесь к чертям. Люди, которые много лет делают мои ритуалы, прекрасно знают, что там ничего плохого никогда не было. И на разных языках, когда я даю ритуалы, здесь есть люди из разных национальностей. Никто никогда не сказал, что здесь что-то плохое было дано. Наоборот, они удивляются, насколько литературно написаны, насколько грамотно написаны эти ритуалы. Понимаете? Давно бы уже владеющие этими языками что-нибудь бы сказали, что там что-то нехорошее. Идиотизмом не занимайтесь. Что значит, я не понимаю? Не понимаешь, иди к черту. Не делай, значит, это ритуал. Когда тебе дают лекарство пить, ты не знаешь состав этого лекарства, ты не знаешь, каким образом это было создано, что там перемешали. Но тебе врач говорит, бери, пей, чтобы ты выздоровела. Ты берешь и пьешь, понимаете? Садитесь в машину, едете, там сказана инструкция, как водить машину. Ты не знаешь, как в этот момент работает мотор, и тебе это знать не надо. Но сказали тебе, садись и езжай, и едешь. То же самое и здесь. Что значит? А вот если я не понимаю. Не понимаешь, найми, значит, переводчиков. Все, разговор окончен. Я вам дарю, вы еще будете меня отчитывать, что ли? Еще не хватало. Так, начнем. Далее. Читаю. Или некоторые, вы текст напишите перед экраном, держите. Да кто ты такая, чтобы я тебе перед экраном тексты держала? Ни хрена себе. Ты что, не можешь остановить ролик и переписать, если тебе срочно на текст держите, чтобы она переписала? Вы не обнаглели случайно, нет? Потом не удивляйтесь, что вы больше не можете у меня писать и вообще заходить, потому что вас послали далеко и надолго. Не надо просто наглеть до степени, немного тормозите себя, реально. Я вам не обязана, я вам делаю это, потому что я человек, я хочу вам помочь. Но это не говорит о том, что вы должны просто наглеть, хамить до такой степени, чтобы мне советы давать, как я должна что там печатать. Итак, кто уже не раз проводил на языке суахили, кто уже не раз проводил вуду, вы знаете, что вуду – это очень сильная магия. Мой вам совет. Если вы сомневаетесь, вообще не трогайте. Сомнениями нельзя трогать вуду вообще, потому что это духи, которые очень сильно обижаются и сразу. Но если вы делаете, вообще ни о чем, вы просто сделали и отошли в сторону. Единственное, что я хочу вам сказать, коты будут вас бояться. Да, вот после этого ритуала коты некоторое время будут вас шугаться. Это есть, потому что, сами понимаете, они начинают, у них другое видение мира, вы им кажетесь львом. Это реально. Они в вас видят нечто такое, начинают шугаться там, значит, как-то вот настораживаться. Но это некоторое время, а потом они успокаиваются и проходят. Это может длиться просто несколько дней. Чтобы вы просто знали и не удивлялись. Коты начинают шугаться. Это у них есть. Да, они просто видят того духа, которого ты вызвал. Это мы не видим, они-то видят. Собаки реагируют спокойно. Итак, начали. О miungiu, cubali sala. O miungiu, alumba vitu, viote, vivio hai. Nipe moyo vasimba. Ujasiri vasimba. Rojo ya sujae simba. Mimi ni simbamtu. Vatu ni visi vanju. Mimi ni mfalme. Juya vatu. Mimi ni simbamtu. Mimi ni va kwanzi. Nikombele. Kuamka. Ndani. Yangu simba. Mimi ни симбамту, наиве хивио. Читаю медленно, чтобы вы могли переписать. Еще раз. О миунджу, кубали сала. О миунджу, алумба, виту виоте, вивио хай. Нипе,
Мою васимба. Уджасири васимба. Рохо я ншуджае симба. Мими ни симба мту. Вату ни визи ванджу. Мими ним фалме. Джуя вату. Мими ни симба мту. Мими ни вак. Кванза. Ником беле. Куамкан дани янгу симба. Мими ни симбамту. На и вехивио. Я люблю этот язык, если честно. И такое ощущение, как будто я знал этот язык всю жизнь. И произношение, оно мне очень близко по духу. Хотя ни одного слова, скажем, с армянским, грузинским или русским языками вообще общего нет. Да, те языки, которые я знаю и разговариваю. Сильный он, энергетически сильный он. Очень сильный. Тысячелетиями на нем призывали и боги, и духи и так далее. Поэтому он очень сильный. Еще раз читаю. Мюнджу, боги. Всемогущие боги, создатели. И так далее. Вот о чем сказано. О Мюнджу, Кубали, Сала. О Мюнджу, Алумба, Виту, Виоте, Вивиохай. Нипе мою Васимба. Уджасири Васимба. Рохоя Шуджае Симба. Мими ни Симбамту. Вату ни Визи Ванджу. Мими ним фалме. Джуя вату. Мими ни симбамту. Мими ни вам кванза. Ником беле. Куамка ndani. Янгу симба. Мими ни симбамту. На иве хивио. Просьба дать силу, разум льву. Дальше не буду говорить, но это полное подчинение людей вокруг вас, вашей воле. Еще раз объясняю. Люди, которые чувствуют в себе лидера, у которых есть стремление карьерного роста, выиграть суд, в семье быть главными, чтобы вокруг соседи не доставали и прочее, прочее. Только эти люди, у которых есть внутренний стержень, они могут провести такие ритуалы. А размазня полнейшая, которые сидят там, боженьки, молятся за грехи свои тяжкие, им это трогать не нужно. Потому что они не лидеры, у них ничего не сработает. Все. Остальное вы сами знаете, говорить не нужно. Всем удачи и всех благ.